Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы поговорим о парфзависимости и о моих двух новых ароматах. Я за последние почти 4 месяца, уже скоро, очень мало покупала парфюмов. Но при этом я очень много всего пробовала. И я вдруг поняла, в чем разница между парфзависимостью и зависимостью от покупок. У меня есть видео про парфюмерную зависимость. Там, на самом деле, кроме самого видео, очень интересные комментарии. Там очень интересные истории, рассуждения людей, знания, психологии кто-то свои выдает. В общем, почитайте комментарии, там, конечно, классные. Так вот, я поняла, что на самом деле эти понятия нужно различать. У меня, например, сейчас стоит парфюм, он стоит уже а, давно уже стоит, и я его даже не распаковываю. И у меня даже пока как-то вот не тянется к нему рука, и я абсолютно спокойно мимо него хожу, и я поняла, что я раньше получала удовольствие именно от покупки этого флакона, от его распаковки, от этого вот дофамина, который в кровь поступает. А потом этот флакон стоит, я там попользуюсь несколько дней, потом возвращаюсь, может, через месяц. Ну, в общем, в основном он стоит. И основное удовольствие вот сейчас, да, уже сейчас, не тогда, а сейчас, я получаю именно от тестирования аромата, от того, как он себя ведет в разную погоду, как он влияет на настроение. Мне прям интересно исследовать, следить за этим и вот получать эмоции, да. И вот от этого я правда знаю, что завишу. И я вдруг поняла, что вот эта зависимость — это прям классная зависимость. Это развивающая зависимость, потому что парфюм — это в первую очередь, конечно, это фантазия. И в нем выражается наш опыт, да, все по-разному воспринимают запахи, потому что у всех разный опыт, да, у кого-то прям категорическое отторжение, а кто-то прям любит, да, ну почему? Просто потому что мы это воспринимаем разным опытом, и у нас разные фантазии, у нас рождаются разные образы с этим парфюмом, как вот с этой бакарой, да, а, одиозной. Кто-то же прям бинты, кто-то йота. Я была тем человеком, который сначала йод и бинты, но я говорю, мне очень нравится исследовать. У меня было несколько пробников, я их носила, я вычисляла, я в итоге поняла, что там, мне кажется, йодом и бинтами. Я вычислила, почему. Вот, например, здесь в Испании в больницах вообще нет запаха йода и бинтов, поэтому Кюркджан создавал, так как он тоже живет в Европе, он создавал, и он даже не думал, что там какие-то бинты и йод могут кому-то почудиться. А я, как человек, который жила в России, который с бинтами и йодом знаком не понаслышке, у меня отец хирург, у нас все время марли были раскиданы по квартире, я знаю этот запах, и он у меня прям выстреливал. Но я исследовала, я э, нашла шафран, я понюхала отдельно шафран. И вот шафран, он пахнет йодом и бинтами. Это он имеет такой запах. И теперь, когда я чувствую в Бакаре Руж вот этот аспект, я представляю себе шафран. А, Вот так вот работает поразительно, да, и потрясающе работает аромат. Это на самом деле работа мозга и работа фантазии. Сейчас, когда я тестирую ароматы, я понимаю, что мне нравится представлять какие-то образы. Я вам часто рассказываю, какие у меня рождаются. Думать о том, куда это, кому можно носить. И это очень классно. Но вот сама покупка, да, вот именно флакона, его распаковка, вот она меня сейчас оставляет равнодушной. Как-то вот, ну, не то, что меня прям ни за что. Да нет, ну как-то нет того вот кайфа, который был раньше. Это время по понятным причинам, по обстоятельствам вообще ничего не хотелось, да, ничего не покупать, и не радоваться ничему, да это было и невозможно вообще. И я просто от этого отвыкла, и вдруг в какой-то момент я поняла, что мне это даже и не надо.
Я, кстати, про 2 новых аромата. Я перешла на вот такой вот формат. Ну, еще тут есть и практичная причина, потому что мы переезжаем очень часто, и, вы знаете, таскать все свои больше 100 флаконов, ну, это та еще задача. И у нас предстоит еще как минимум 2 переезда. И я просто уже не хочу м, увеличивать это количество. Вот, и я полюбила вот такие форматы. Вот у меня есть, я уже показывала, пинхолигонс, у меня есть видео, вот у меня есть такой набор амуажиков, таких вот маленьких. У меня куча, кстати, лежит еще пробников. Вот у меня тут куча, друзья, просто куча. Ой, ой, куча, видите, какая куча у меня аромабоксов. Я их за это время полюбила, просто не сказать как. Ароматы, вот это то, что мне дает расслабиться, уйти в другой мир, да, так сказать, это даже больше в себя, это что-то сродни медитации, когда мы нюхаем и погружаемся в себя. На самом деле это в себя, это в свои мысли, в свои фантазии, в свои ощущения. И это для меня такой потрясающий способ отдохнуть. Да. А покупка все-таки аромата — это для меня про дофамин, про вот то самое, да, дофамин, он дает ощущение достижения своей цели. Кто-то говорит, что это дешевый дофамин, который дают нам покупки. И это правда, так это есть. Это есть. Мы можем увлекаться, там, не знаю, покупками одежды, косметики, парфюмерии, обуви, сумками. Я прошла этапы обуви, сумок, одежды, парфюмерии. И вот теперь я могу сказать точно, что парфюмерия для меня — это зависимость, но зависимость не от покупок, да, ну тоже мне эти, конечно, там даже миниатюры, да, там, не знаю, аромабоксы какие-то мне там присылают на рекламу, ну, какие-то я пробники покупаю, но я поняла, что именно покупка флакона уже для меня не приносит той радости, и я освободилась от этой зависимости, от зависимости от покупок. Но зависимость от парфюмерии жива, и я буду продолжать изучать этот мир, потому что это удовольствие. Расскажу вам все-таки про 2 аромата, которые я приобрела. Я их приобрела в Питере. И я их просто, знаете, так вот, это самая быстрая покупка, наверное, за все время. Я их на себя пшикнула, вышла из «Золотого яблока». Я вот просто вышла, вот просто еще раз их понюхала, боже мой, как послушала, понюхала. В общем, вы понимаете, друзья. И тут же за ними вернулась. У меня не было времени просто их поносить. Я понимала, что либо надо брать, либо я их не возьму. И я решила, да, нашла компромисс, взяла такие вот миниатюры. И здесь Matcha Meditation и Beach Walk. Расскажу сначала про Beach Walk. Вообще я увлеклась пляжными парфюмами. В общем, это аромат про крем для загара. Немножко ванили, бергамот, может, лимон. То есть чувствуется слегка зелень и чувствуется кремовость этого аромата. Ну, вы знаете, вот он такой прям такой стандартный пляжный аромат. Вот я думаю, когда это говоришь, примерно все представляют одно и то же. Есть ли в нем что-то такое необычное? Мне нравится его кремовость, ощущение такой уходовости. Он дарит мне на протяжении всего дня, когда вот где-то чувствуется его шлейф. На мне он, если не в жару, если в такую погоду 23-25 градусов, да, там 20, он держится на мне довольно долго, часов 5, и он дарит вот это вот ощущение чистоты из-за вот этой вот особенности, что он как крем. Он как крем. Нет, пудровости в нем, конечно, нет. Но есть ощущение, да, вот этого крема. Аромат на самом деле довольно сладкий.
Поэтому удивительно, но меня на такие ароматы тянуло очень весной, зимой, а вот сейчас прям почти, почти не тянет. Ну, не хочется. В них есть ваниль, вот как в терракоте Герлен, так и в этом аромате, и не тянет. Вот Eau de Soleil Blanc, да, Eau de Soleil Blanc хочется, там сейчас больше звучат цитрусы. И еще один аромат. Кстати, я не сказала, что это Maison Margiela, это реплика, и Matcha Meditation. Вот этот аромат, когда я его на себя нанесла, мне очень понравился. Он своей необычностью. Я поняла, что вот такую матчу я нигде не чувствовала. Она прям натуралистичная. Я прям в тот же день, когда купила, я поехала и купила чай матча в моем любимом месте, где я считаю, что он самый вкусный. Но здесь, конечно, к ощущению натурального матча-чая с молоком, таким сливочным, сюда добавляются еще какие-то зефирки. То есть аромат прям сладкий. Аромат сладкий, но для меня, лично для меня, он уравновешен вот этой горчинкой, которая есть в матча-чае. Здесь, по-моему, есть в составе жасмин, но я его не выделяю. Для меня этот аромат правда про чай, про сливочный матча-чай. И да-да-да, тут есть немножко ощущение, что матча-чай стоит на столе. Матча-чай на молоке, естественно, заварен, на кокосовом или на обычном молоке, на коровьем. И обязательно на столе, тут, кстати, картинку где-то прикреплю, мне кажется, она такая и есть. И обязательно на столе там такое красивое хрустальное блюдо, на нем лежат зефирки, на нем лежит бисквит, обязательно. Тут есть ощущение вот гурманики, бисквита. Но аромат очень сладкий. Вот это вот надо иметь в виду. Я не знаю, мне кажется, что в такую погоду, в жаркую, прям он совсем не зайдет. Это прям категорически не аромат на жаркую погоду. Вот, друзья. Да, тут есть жасмин. Вот, друзья, вот такие у меня два новых аромата. Такая вот у меня получилась тема. Пишите в комментариях. У меня, кстати, свет меняется постоянно, вы уж извините. Пишите в комментариях, как вы относитесь к парфзависимости. Считаете ли себя зависимым человеком от покупок или от парфюмерии, или вообще независимый, и вам на все на это вообще как с колокольни, да, наплевать. Но что вы здесь делаете? В общем, друзья, делитесь своим опытом в комментариях про парфюмы, о которых я сказала, про парфзависимость, про зависимость от покупок. Все, посмотрите мое видео про зависимость, там беседы с психологом, почитайте комментарии, там очень интересные комментарии и очень интересные истории люди рассказывают. Все, друзья, всех вас целую, всех обнимаю, всем пока.